Знакомство с Берлином мы начинаем с музейного острова. Это северная оконечность острова Шприензель на реке Шпрее, где расположены 5 знаменитых берлинских музеев. В 1797 году прусский король Фридрих Вильгельм II поддержал предложение археолога Алоиса Хирта о создании музея для размещения произведений античности. В 1810 году уже Фридрих Вильгельм III повелел заложить публичное собрание отобранных произведений искусства. Такое решение отражало претензии Пруссии именоваться культурной столицей Европы. Первым музеем на острове стал построенный в 1830 году Старый музей. Здание создано по проекту архитектора Карла Шинкеля в стиле прусского эллинизма для размещения художественной коллекции 7 прусских королей. Оно считается выдающимся памятником, но, откровенно говоря, подавляет излишней помпезностью. В период национал-социализма Старый музей служил фоном для пропагандистских мероприятий, а парк Люстгартен был преобразован в военный плац. В 1876 году последовало открытие Национальной галереи. Сейчас она называется Старой галереей. По стилю здание представляет собой античный храм с высокой лестницей при входе. Над входом в галерею возвышается конная статуя Фридриха Вильгельма IV, который набросал первые эскизы здания. Сейчас в этом музее представлены скульптура и живопись XIX века. У входа в Национальную галерею разбита лужайка, оформленная скульптурами из фонда музея. С юга и востока лужайка ограничена колоннадами в дорическом стиле. В летнее время здесь проводятся кинопоказы и концерты под открытым небом. Во Вторую мировую войну музеи острова были разрушены на 70%, их постепенно восстановили. Галерея оставила более приятное впечатление, чем Старый музей, перед которым находится парк Люстгартен и Берлинский кафедральный собор. Это самая большая протестантская церковь Германии. Собор закончили строить в 1905 году по проекту Юлиуса Рашдорфа, как главную церковь прусских протестантов и церковь правящей династии Гогенцоллернов. Собор огромен и выполнен в стиле барокко. Богато украшенное здание из силезского гранита первоначально достигало высоту 114 метров. Но во время Второй мировой войны храм сильно пострадал, и после реконструкции он стал ниже – 98 метров. Вновь был открыт в 1993 году. Храм является действующей церковью с регулярным богослужением, а также музеем. Перед собором развит парк Люстгартен, который на протяжении столетий постоянно менял свой облик. Сейчас Люстгартен представляет собой зеленую лужайку с газоном, в центре которой находится фонтан. Там всегда много туристов. А совсем рядом можно увидеть демонстрации недовольных чем-то местных жителей. Вообще немцы производят впечатление весьма активных, энергичных людей. Королевский дворец – это зимняя резиденция бранденбургских курфюрстов, а затем прусских королей и германских императоров. Курфюрст Фридрих II начал строительство дворца в 1443 году. Ранее здесь находилась крепость на пересечении торговых путей. Далее дворец неоднократно перестраивали. В великолепную королевскую резиденцию дворец превратил курфюрст Фридрих III, позже ставший королем Пруссии. Масштабное преобразование дворца началось с 1699 года под руководством архитектора Андреаса Шлютера. Кстати, в 1914 году с балкона Королевского дворца кайзер Вильгельм II обратился с речами к жителям Берлина, призывая их к национальному единству перед начинавшейся войной. С того же балкона в 1918 году, после поражения кайзеровской империи и бегства монарха, лидер социалистов Карл Липкнехт провозгласил в Германии социалистическую республику. После Ноябрьской революции 1918 года дворец использовался в качестве музея и штаб-квартиры различных учреждений. Дворец сильно пострадал во время войны, и его развалины в 1950 году были снесены. На этом месте лидеры ГДР построили дворец республики. Но после объединения Германии Бундестаг принял решение построить на старом месте новое здание с восстановлением исторических фасадов. Строительство началось в 2013 году. Сегодня дворец служит местом проведения различных форумов. В нем представлены коллекции государственных музеев Берлина. По легенде, в Королевском дворце обитало привидение династии Гогенцоллернов – белая женщина, которая своим появлением извещала о смерти члена монаршей семьи через следующих 3 дня. Выходим на набережную реки Шпрей и видим памятник святому Георгию. Монумент посвящен одному из самых почитаемых христианских святых, расположенный в историческом квартале Николай Фритель. Бронзовая скульптурная композиция была создана известным немецким скульптором Августом Киссом. Ее установили в 1855 году возле Королевского дворца. Позже монумент был перенесен на набережную.
Примечательно, что в берлинской статуе святой Георгий поражает дракона не привычным копьем, а рубит его мечом. Кстати, недалеко от памятника можно сесть на кораблик и осмотреть достопримечательности Берлина с реки. Чуть дальше видим интересное здание – церковь Святого Николая или Николая Кирхе. Это самая древняя церковь Берлина. Николая Кирхе построена в начале 13 века и представляла собой трехнефную крестообразную базилику из природного камня. Позже церковь была перестроена в готическую зальную церковь. Асимметричный облик с одной башней здание сохраняло вплоть до конца 19 века, но в ходе капитальной реконструкции церковь обзавелась неоготическим фасадом с двумя башнями. После войны от Николая Кирхе сохранились только внешние стены. Восстановление церкви по старым рисункам началось в 1981 году. В настоящее время церковь служит музеем и концертным залом. И вот видим Красную ратушу, так ее назвали из-за фасада из красного кирпича. Она построена в 1861-1869 годах в стиле полуренессанса, полуготики по проекту архитектора Веземана. Высота четырехугольной башни ратуши составляет 74 метра. Во время Второй мировой войны здание было разрушено. Его восстановили в 60-х годах прошлого века. Фонтан Нептун находится между церковью Мариенкирхе и Красной ратушей. Это один из самых старых и красивейших фонтанов города. Диаметр бассейна фонтана из шведского гранита составляет 18 метров. Высота центральной части до трезубца Нептуна 10 метров. На чаше фонтана возвышается мощная фигура бога Марии Нептуна. Символ власти трезубец он держит на левом плече. Бога моря на гигантской раковине держат 4 огромных тритона. О будущем море напоминают водные обитатели, извергающие струи воды. По кромке чаши фонтана расположились 4 женские фигуры, олицетворяющие реки Рейн, Вислу, Одер и Эльбу. Фонтан был подарен кайзеру Вильгельму II берлинским магистратом и был торжественно открыт 1 ноября 1891 года. Церковь Святой Марии или Мариенкирхе – самая древняя из действующих евангелических церквей Берлина. Это типичный образец позднеготического храма. Первое упоминание о церкви в берлинском Новом городе относится к 1292 году. На фундаменте из булыжника и гранита была возведена зальная церковь из ярко-красного кирпича в стиле бранденбургской кирпичной готики. Во второй половине 17 века поврежденная пожарами башня была реконструирована в стиле барокко. В 1790 году в неоготическом стиле. После войны церковь была восстановлена. Нужно сказать, что в восстановленном после войны Берлине от плотно застроенного исторического центра города практически ничего не сохранилось, и церковь Мариенкирхе оказалась одиноко стоящей на открытой площади, над которой с 1969 года доминирует берлинская телебашня. Переходим к Рейхстагу, зданию, где заседал одноименный государственный орган Германии. Оно находится на площади Республики, рядом расположен парк Тиргартен. В 1945 году это здание было назначено символической целью советских войск при штурме Берлина, но практического значения взятие Рейхстага не имело. Здание построено по проекту франкфуртского архитектора Пауля Валлота в стиле итальянского возрождения. Первый камень в основании германского парламента в 1884 году заложил кайзер Вильгельм I. Строительство продолжалось 10 лет и завершилось при кайзере Вильгельме II. Первое послевоенное десятилетие здание Рейхстага, оказавшееся в западной части Берлина, находилось в полуразрушенном состоянии. В 1954 году из-за угрозы обрушения остатки купола взорвали. 4 октября 1990 года, после объединения Германии, в Рейхстаге состоялось первое заседание общегерманского Бундестага. Реконструкцию здания проводил английский архитектор Норман Фостер. В 1999 году свет увидел новый грандиозный купол из стекла и стали диаметром 40 метров и высотой 23,5 метра. Бранденбургские ворота – триумфальное сооружение в центре Берлина. Это главный символ города, расположенный на Парижской площади. Ворота были возведены в 1791 году во знаменование мира после насильственного усмирения Пруссии и Нидерландов. Отсюда первоначальное название «Ворота мира». Далее с этими воротами связывали окончание наполеоновских войн и возвращение прусских войск после взятия Парижа в 1814 году через Бранденбург в Берлин. До разрушения Берлинской стены ворота стояли на границе между Восточным и Западным Берлином, поэтому они считаются символом преодоления разделения Германии. Бранденбургские ворота были построены по распоряжению прусского короля Фридриха Вильгельма II. Он сравнивал себя с древнегреческим стратегом Периклом, представляя, что принесет Пруссии золотой век.
Высота ворот составляет 20 метров, ширина 62 метра, глубина 11 метров. Колесница с квадригой коней, управляемая древнеримской богиней Победы Викторией, главное украшение ворот. После победы французской армии над войсками 4-й коалиции и торжественного вступления в Берлин Наполеон Бонапарт приказал демонтировать колесницу и перевести ее в Париж. После победы над Наполеоном Виктория снова возвратилась в Берлин. Рядом расположен мемориал жертвам Холокоста, установленный в память о жертвах нацизма. Идея возведения мемориала принадлежит берлинской публицистке Лее Рош, которая организовала специальный фонд строительства памятника. Мемориал был открыт в 2005 году. Он расположен на месте бывшего бункера Гитлера и представляет собой огромное поле из 2700 серых тумб. Узкие проходы между плитами сделаны для того, чтобы по ним мог пройти лишь один человек. Оставшись в одиночестве, посетитель начинает переживать страх и тревогу, которая пришлось испытать евреям. И вот мы видим остатки Берлинской стены между Восточным и Западным Берлином. Она существовала с 1961 по 1989 годы. Общая протяженность стены составляла 155 километров. Ее возвели, чтобы препятствовать массовым перебежкам жителей ГДР в ФРГ. В течение 1990 года все пограничные сооружения были снесены, за исключением небольшого отрезка, оставленного как памятник символу холодной войны. Западная сторона стены стала площадкой для творчества многочисленных художников и превратилась в километровую выставку граффити. Самая популярная граффити Дмитрия Врубеля называется «Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви» и изображает поцелуй Леонида Брежнева с руководителем ГДР Эриком Хонекером. Оно посвящено многочисленным жертвам, пытавшимся преодолеть Берлинскую стену. У меня осталось противоречивое представление о Берлине. С одной стороны, здесь много интересной старины, а с другой стороны, вся она какая-то мрачная. А что вы об этом думаете?